После многолетнего перерыва Freelander официально возвращается. Но на этот раз все чуть-чуть интереснее, чем просто очередное возрождение знакомой модели. Теперь Freelander – это уже не отдельная комплектация или версия Land Rover, а полноценный самостоятельный бренд. И его первый серийный автомобиль – шестиместный Freelander 8. Почему мы вообще говорим о возвращении? Потому что в 1997 году дебютировал первый Land Rover Freelander. Для своего времени это был довольно необычный автомобиль. Он заметно отличался от привычного образа Land Rover. Компактнее, практичнее и гораздо сильнее ориентирован на повседневную жизнь, а не только на покорение бездорожья. По сути, Freelander тогда открыл для марки совершенно новое направление. Это был Land Rover для тех, кому не обязательно каждое утро искать ближайшее болото, но при этом хотелось получить характер и возможности бренда. И надо сказать, эксперимент оказался успешным. Модель хорошо продавалась, одно время даже стала бестселлером в Европе. Но в 2014 году производство автомобиля было завершено, и с того момента это имя надолго исчезло с автомобильной сцены, пока не вернулось сейчас. Правда, сегодня Freelander – это отдельная общая марка, созданная Chery и Jaguar Land Rover, где китайская сторона отвечает за платформу, силовую часть и производство, а британские дизайнеры – за внешность и общий характер автомобиля. И если честно, по первым впечатлениям, этот союз выглядит гораздо убедительнее, чем можно было ожидать. Первым серийным представителем нового бренда станет Freelander 8. Сейчас многие, наверное, уже подумали: ну все, еще один китайский кроссовер. И в принципе, первая реакция вполне понятна, но здесь мы бы не спешили ставить точку. Компания уже заявила, что примерно половину будущего производства собирается отправлять на международные рынки. А в ближайшие 3-5 лет планирует выйти на объем до 300 тысяч автомобилей в год. То есть расчет здесь явно не только на китайского покупателя. Здесь явно рассчитывают на более серьезную игру, с выходом на глобальный рынок. Амбиции, как видим, серьезные. Но одного громкого названия для успеха, конечно, недостаточно. Поэтому сегодня особенно интересно посмотреть, что же на самом деле представляет новый Freelander 8. Какая техника прячется под его капотом и, главное, сможет ли новая марка действительно занять свое место на мировом рынке? Обо всем этом дальше в видео. С дизайном машины решили не мудрить. Здесь намеренно сдержанный, почти рубленый силуэт, и в этом как раз весь смысл. Машина явно играет на ностальгии по кроссоверам 90-х. Особенно это заметно по задней стойке с характерным диагональным наклоном. Такой себе привет Freelander первых поколений. Спереди все тоже довольно лаконично. Вместо привычной решетки радиатора – глухая панель, а в бампере – небольшие черные воздухозаборники. Если пройтись взглядом по боковине, деталей уже больше. Темные расширители арок, защитные накладки на порогах, рейлинги на крыше, двухцветные колеса с черно-серебристой отделкой. Отдельно обращают на себя внимание квадратные зеркала на ножках и полускрытые дверные ручки. А крупные серебристые вставки на порогах сразу намекают: перед нами не городской кроссовер, который боится съехать с асфальта. Сзади все в том же духе, без попытки удивить любой ценой. Черный спойлер, черные элементы в бампере и компактные фонари. Выглядит спокойно, но характер у машины читается. Для самой дорогой версии First Edition подготовили 3 специальных цвета кузова – серый, желтый и темно-фиолетовый. А еще производитель обещает нанокерамическое лаковое покрытие, которое должно выдерживать контакт с ветвями и другие мелкие повреждения по бездорожью. Габариты автомобиля такие. Длина составляет 5118 мм, ширина – 2050 мм, высота – 1898 мм, а колесная база – 3040 мм. Снаряженная масса почти дотягивает до 3 тонн. Несмотря на такие габариты, углы въезда и съезда составляют 20 и 25 градусов соответственно. Доступны диски диаметром 21 или 22 дюйма. Во всех комплектациях предусмотрены адаптивная и пневматическая подвески, а также подруливающая задняя ось. А что же у него под капотом, спросите вы? Freelander 8 построен на новой платформе с высоковольтной 800-вольтовой архитектурой.
Здесь установлен 1,5-литровый турбомотор Chery на 156 лошадиных сил. Он работает в роли генератора, подзаряжает тяговую батарею, а уже она питает 2 электромотора. Суммарно они выдают 830 сил и 813 ньютон-метра. В результате до 100 км в час автомобиль добирается за 4,6 секунды. Максимальная скорость 220 км в час. При этом заявленный расход 8,2 литра на 100 км. Батарея здесь NMC емкостью 63 кВт-часа. На электротяге она позволяет проехать до 221 км по циклу WLTP. А если батарея все-таки села, долго стоять у зарядки не придется. С 20 до 80% она заряжается всего за 12 минут. Главная фишка этой машины – интеллектуальная внедорожная система IATS. Она сама понимает, по какому покрытию мы едем, и подбирает под него оптимальную стратегию движения. Плюс здесь есть передняя механическая блокировка дифференциала, сзади LSD с ограниченным проскальзыванием, а за распределение тяги между осями отвечает виртуальная центральная блокировка. И все это работает вместе с пневмоподвеской и задней подруливающей осью. Такое сочетание должно дать машине хорошую геометрическую проходимость. И в этом чувствуется утонченный реверанс в сторону наследия Land Rover. Как и в облике, в салоне шестиместного гибридного кроссовера Freelander 8 преобладают прямые линии. Главная деталь передней части салона – длинный 46-дюймовый экран с разрешением 8К. Он занимает почти всю ширину передней панели. По центру расположен еще один экран – 15- и 6-дюймовый, а под ним ряд физических клавиш с металлической отделкой. На центральной консоли 2 поворотных регулятора с оптическим кристаллом и сразу 2 беспроводные зарядки для смартфонов. Причем мощность здесь 50 Вт, а сами площадки имеют охлаждение. С отделкой здесь тоже не стали экономить. Натуральное дерево с открытыми порами, алюминий и кожа напа. Но самое интересное, кажется, начинается во втором ряду. Здесь стоят 2 отдельных капитанских кресла. Спинки можно откинуть на 145 градусов, а электрическая подставка для ног регулируется по 4 направлениям. Плюс подогрев, вентиляция и 16-точечный массаж. Есть складные столики, USB Type-C и даже отдельный 10-литровый отсек с регулируемой температурой. То есть здесь можно и напиток охладить, и что-нибудь наоборот, сохранить теплым. Но и про третий ряд здесь не забыли. Смотрите. Над головой заявлено 960 мм пространства. Для третьего ряда цифра вполне серьезная. А сами кресла получили и подогрев, и вентиляцию. Согласитесь, для большого кроссовера это уже интересный уровень оснащения, особенно именно для заднего ряда. По звуку тоже все довольно серьезно. Здесь стоит Harman Kardon на 23 динамика. А для пассажиров сзади предусмотрели отдельный 17- и 3-дюймовый экран. Плюс панорамная стеклянная крыша, двухслойное акустическое остекление и активное шумоподавление. Ну и куда без багажника? Если сложить третий ряд, получаем почти 1200 литров полезного объема. Freelander 8 уже можно заказывать, причем сразу в 4 комплектациях. Цены начинаются с $50 400 и доходят до 63 400. А для тех, кому хочется получить все и сразу, предусмотрена версия First Edition. Здесь уже без компромиссов. Максимум оснащения, специальные эмблемы и ограниченный тираж – всего 1000 автомобилей. Цена вопроса – $68 200. Диапазон цен у Freelander 8 получился довольно широким, поэтому модель сразу попадает в компанию серьезных полноразмерных кроссоверов. Среди потенциальных соперников Lynk & Co 900, Zeekr 9X, Dacia N9 и Aita M9. Но сам Freelander 8, похоже, воспринимают не как конечную точку, а скорее как первый ход в большой игре. По плану совместной компании Chery и Jaguar Land Rover, в ближайшие 5 лет бренд собирается выпустить еще 6 новых моделей. Причем ставка будет не на один тип силовой установки.
В линейке появятся полноценные электромобили, подключаемые гибриды и модели с увеличенным запасом хода. То есть Freelander постепенно хотят превратить из просто еще одного автомобильного бренда в полноценную глобальную марку с разными моделями и силовыми установками под разные рынки. И, кстати, глобальная история уже начинается. Развитие бренда стартовало в странах Персидского залива, в том числе в Эмиратах. Так что Freelander 8 здесь скорее не главный герой, а первая глава. А вот насколько большой получится вся история, покажет ближайшие несколько лет. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Для нас это действительно очень важно. Ваша поддержка в виде просмотра, лайков и комментариев – это настоящее топливо, которое вдохновляет и мотивирует делать контент еще интереснее и полезнее. От души желаем каждому из вас всегда ездить с комфортом, быть максимально защищенными на дороге и получать от своей машины только положительные эмоции и кайф. Не пропускайте новые видео. Обещаем, впереди много всего классного и полезного из мира автомобилей. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставайтесь с нами. До встречи в следующих видео, будет интересно и по-настоящему полезно.